Всем привет, с вами Мия. В данный момент я уже нахожусь в Германии, в своей новой квартире. Когда я приехала, меня встретил мой хозяин, подвез на машине до моего дома, ему все оплатила. Поэтому я думаю, что сейчас сделаю вам рум-тур такой. Не только рум-тур, вообще хаус-тур, так сказать. Потому что, как я поняла, еще никто не приехал, кроме меня, именно на втором этаже. А на третьем этаже живут девочки из Южной Кореи, я уже с ними познакомилась. Очень милые девочки. Также мы пойдем за покупочками, потому что мне сейчас нечего кушать. Я просто привезла свою гречку. Потому что тут очень сложно добыть гречку, а я люблю гречку. Вообще, как это все получилось, что я здесь оказалась? Я поступила по программе Erasmus. Это, получается, программа обмена студентами. То есть наш университет имеет договоренности с несколькими университетами Европы. И так каждый год проводятся соревнования, так сказать, между студентами. Выбираются какое-то определенное количество студентов, которые проходят. И те, которые проходят, могут обучаться полгода в другой стране. И также по данным количествам предмета ты можешь получать определенную стипендию. Мне все студенты говорили, вот, не поступай в Германию, потому что это реально сложно. Намного сложнее учиться, чем в Италии. Я вообще не собиралась в Германию, но вот так получилось. Изначально я подавалась во Францию. То есть я поступила во Францию, все было хорошо. Это было прям еще в Париже, то есть в городе моей мечты. Но именно с этим университетом, кажется, договор уже истек, и они решили не продлевать ему, из-за чего мне предоставили на выбор Испанию либо Германию. Я выбрала, конечно же, Испанию. Сделала всю документацию, все вроде закончила. И под конец всего я узнаю, что, оказывается, все предметы будут вестись только на испанском языке. Понятное дело, что я ничего не знала. Я написала это своему куратору, и она сказала, что есть место в Венгрии, кажется. У меня была подруга, которая училась в этом университете, но на первом семестре, то есть, получается, с сентября по январь. И я такая думаю, типа, а если просто написать твоему университету, то, что вот я хочу к вам. И они такие буквально через 2 дня отвечают мне, говорят, вы приняты. Я такая вообще в шоке была. Ну а так, вообще, городок на самом-то деле маленький, но я уже немного прогулялась с соседками выше, и это так красиво, господи. Вообще, даже университет, он такой красивый. Университет выглядит, как будто бы в 18 веке был построен, потом другая часть университета выглядит, как будто хай-тек стиль. Другая часть вообще по-другому. Реально необычно. Также на следующей неделе начнется Orientation Week. Там будут проводить туры по всему универу, объяснять вообще систему учебы в Германии, что на самом деле отличается немного от итальянской, например. У нас в Италии есть мидтермы. Также там есть хотя бы 2 шанса сдать экзамен. А тут только 1 шанс. Но я думаю, что про Orientation Week я сниму отдельное видео, так как там предстоит очень много интересных мероприятий. Ну а сейчас давайте же начнем с рум-тура, хаус-тура. Вот тут начинается наша типа общага. И тут первым делом нам нужно будет открывать замочек через определенное приложение, которому дал нам доступ сам хозяин. Вот мы его вводим, потом, значит, открывается, получается. И тут первая комната, которая, скорее всего, будет жить мальчик из Аргентины. Закрывается, как вы видите, замочек. Давайте начнем с первой же комнаты. Это у нас туалет-ванная, очень просторная, очень светлая. Мне прям нравится. С этой части находятся мои вещи для ванны. Умывашка, шампунь и так далее. Тут нас встречает раковина с зеркальцем. Самый обычный туалет. И также ванная. Думаю, выглядит вполне неплохо. И самое важное то, что у него есть встроенный фильтр. Только я прилетела в Италию, у меня начали сильно выпадать мои волосы, а у меня и так их мало, как вы видите. Итальянцы не предоставляют обычно встроенный фильтр, нужно либо самому покупать, либо вообще нельзя его даже настроить. Сразу с этой части нас встречает комната 2.4. Я не знаю, кто тут будет жить, так что перейдем сразу к кухне. Тут нас встречает очень маленькая плита, и она только одна, поэтому я попросила добавить нам еще одну, потому что нас тут очень много, как вы видите, и думаю, хотя бы одна будет более-менее нормально. Снизу же у нас есть все необходимое, вот типа такого, и раковина. Ну и тут у нас получается кружки от моего университета. Также тут дают нам еще дополнительные стаканчики и посуду. Реально очень маленькая кухня, это немного неудобно. С этой части же у нас встречают вот такие штукенцы.
микроволновка, типа маленькая какая-то печка. Посуда тоже необходимая. Также и тут. А тут уже, получается, я поставила свою гречку. Самое важное. И, конечно же, холодильник. Тут пока что нету моих вообще продуктов, потому что я еще не закупалась. Это продукты китаянки. Ее сейчас нету, она вот тут живет, прям рядом со мной. Потому что она уехала отдыхать, путешествовать. И прям сразу же с этой части нас встречает моя комната. Та-да! Очень красиво, прям мне нравится. Даже несмотря на то, что она достаточно маленькая, по фоткам она была немного больше. Давайте же начнем с самого начала. Тут находится шкафчик. Если мы откроем, конечно же, тут будут мои вещи, сумочки, туалетная бумага. Снизу находятся мои нижнее белье, необходимые вещички и также обувь. А с этой части у нас начинается зона для учебы. И самое важное, то есть то, что косметичка находится вот тут. Это на самом деле немного неудобно, но что ж поделать. И по идее я взяла не так уж и много, потому что нужно было все вещи вместить вот в этот чемоданчик. Это всего лишь 30 килограмм. Для девочек это мало реально, для парней это очень много, но для девочек это очень мало. С этой части у нас очень большое окно, очень красиво. И также диванчик. По идее это не диван, это отдельный вообще кресло, наверное, не знаю, как это сказать. Но выглядит как диван, так что пусть и стоит с диванчиком. Я немного успела приукрасить вот этими штучками. Потому что мне не понравилось то, что сзади вот такая надпись. Но мне его нельзя убирать, поэтому оставим. Также мне хотелось вот тут приклеить немного фотографий. Но он разопретил, сказал, что тогда может пострадать стена. Мне нужно будет подниматься на второй этаж, чтобы спать там. Мое любимое место в этой всей комнате. И все это выглядит с высоты как-то так. Я думаю, в принципе, неплохо за такие деньги. Оплачиваю я 400 евро. Все включено, то есть вода, электричество, газ. Я не буду за это дополнительно платить. Но если мы слишком много будем использовать, то, конечно, придется переплачивать. Есть один минус. Это то, что вещи придется стирать за деньги. У нас есть стиральная машина, но она требует 4 евро для того, чтобы постирать свои вещи. На этом вроде все. Сейчас я думаю пойти закупиться продуктами, потом сделать сравнение и прогуляться, конечно же, по городу, показать вам, как тут красиво, реально очень красиво. Мы сейчас идем в Lidl, потому что это самый дешевый магазин, а другие магазинчики я должна посмотреть, где дорого, где нет, что можно покупать и так далее. Вы только посмотрите, что за красота! Я купила очень много, вышло примерно 34 евро. Ну, нормально. Я вам покажу чуть позже чек, что за сколько примерно было. Так темно. Ушла домой, и у меня проблема. Я не могу открыть дверь. Типа я не поняла, как она работает. Я нажимаю в приложении «Открыть дверь». Что-то там пытаюсь открыть, но она все равно не открывается. Я сейчас умру от голода. Почему не открывается? Я пришла домой. Сейчас сделаем обзор. Первым делом идет сладкое. Это у нас получается печеньки. Самые обычные, похожи на овсяные печеньки, но мне кажется, не овсяные. С шоколадом. Тут написано, печеньки стоили 1,39 евро. Вот такой вот йогурт. Это для салатов именно. Потому что в Италии мне он капец как нравился. Так, поищем похожие буквы. Он стоил 1,49 евро. В принципе, неплохо. В Италии то же самое. Но, кстати, немного меньше как будто бы было. Кажется, 450 миллиграмм, а тут 500. Капец тяжелая. Эта штука стоила 2 евро. Она такая тяжелая, да капец. Я купила оливковое масло. 13 евро.
13? Капец. Знаете, в чем проблема? В Италии, например, написано сразу, сколько вот именно определенно вот эта вот целая банка будет стоить. А в Германии такого нету. Я не знаю, почему там сразу снизу написано за 100 грамм цена вот такая-то. И типа сама считай дальше, сколько будет. Это так неудобно. Типа я не математик. Чего вы хотите от меня? Замороженные овощи, мне нужно его быстренько положить, а то он уже начал таять. Тут самое обычное вот так вот выглядит. Моя любовь — это вот эта штукенца. Чесночные специи. Это просто... Я купила шлепанцы, slippers, но самые обычные, какие только смогла найти. Если бы я знала, как они называются на немецком, я бы вам сказала, но так не скажу. О, и моя любимая — это мискол. Вроде как стоит 5,49 евро за 500 грамм. Немного дороговато. Это мои самые любимые пудинги, йогурты, что там еще, чудо, типа, напиточки. Они такие вкусные. Стоило 1,19 евро. В принципе, класс. За вот столько огромное количество. Вообще класс. У нас тут соль. Тут 500 грамм соли. Я примерно 1 килограмм покупала за 1 евро, кажется. За 30 центов. 2 помидора, там просто пакета не было, поэтому я взяла вот так за 55 центов. За 2 штуки. Я еще купила пакет, потому что мне не хватало места. А обычный пакет они не дают, оказывается. Из-за этого пришлось купить такой. Такое чувство, будто этот пакет стоил 5 евро. Я потратила 5 евро, 500 рублей, 500 сом на пакет. Это так дорого, ужас. Можно вернуть обратно? Driving to work like every day. Take another left, it's all the same. And in the end, you won't remember. Think about it all the time. Think about it as a mind. Know you feel it too. No time is cruel. God, it's cruel. Hold on to something. Too gone, caught in the moment. Move on and disappear. Hold on, lost you, what happened? Move on, wondering how you've been while I'm here. Всем доброе утро. Я уже умылась, сходила в душ, надела футболку от моего универа, и написано Erasmus+. Сейчас буду приводить себя в порядок и одновременно рассказывать вам информацию, которую я узнала недавно от своей подруги, которая здесь живет уже в течение 4 лет. И также различия между жизнью в Италии и жизнью в Германии. Хотя, конечно, я только начала, но я уже нанесла все свои уходовые средства, а именно вот эту сыворотку от Тир-Тир. Она очень хорошо увлажняет, питает. И также моя самая любимая просто вот эта вот крошка. Особенно она очень помогает от текстурной кожи. Если вы перед сном будете ее использовать, на следующее утро у вас прям как попка младенца, что ли. И она реально хороша при использовании вечером, но я ее сейчас использую днем, точнее утром, потому что перед сном я использую аптечное средство от Acne. И также использую вот такой вот крем от Маньо, но он такой нейтральный, не прям чтобы вау. И мне не особо не нравится то, что она вот такая, потому что немного неудобно, когда ты хочешь взять крем. И сейчас будем красить. Первым делом у нас, конечно же, идет SPF. Первое различие между Италией и Германией — это то, как они сортируют мусор, потому что в Италии ты не так сильно паришься насчет сортировки мусора, так как там самое главное просто выкидывать мусор в определенный ящик, все правильно и все, в принципе, да. То есть ты можешь, конечно, сдавать воду, сдавать бутылки в определенные места и за это получать деньги, но это на твой выбор. А тут, в Германии, это прям капец как все строго. То есть даже когда ты покупаешь, например, пачку воды, как я купила вчера, автоматически оплачиваешь за все бутылки, которые ты покупаешь. В чеке будет написано депозит. И я сначала не поняла, написала своей подруге. Она мне объяснила, что да, ты должен будешь вернуть все вот эти бутылки именно тому магазину, откуда ты их купил. Вот видите, типа 0,25 центов. Вот это только сама бутылка стоит 0,25 центов. И чтобы мне вот их вернуть, мне нужно вернуться в Lidl
и сдать в определенное место, где вот такие дырки будут. Это просто их туда кидаешь, и тебе потом дают мелочь. То же самое касается и одежды, то есть если ты хочешь выкинуть свою ненужную одежду, то ты тоже должен ее в определенное место отправлять. А еще я узнала, что мы, оказывается, обязаны платить 18 евро за телепередачу, за радиостанцию, на радиостанцию, что-то такое, не поняла особо. Даже если у тебя нету телевизора дома, нету радио, ты все равно обязан это платить. Мне не нравится то, что все происходит здесь через реальные вот эти письма, через почту. И каждый раз, когда ты приходишь домой, ты всегда должен проверять вот этот ящик для почты. Ящик почты. Почтовый ящик. Ты пропустишь 3 письма с предупреждением, то тебя ждут штраф. Но дальше это не так. Все в основном приходит через онлайн-почту. Как вы поняли, я не особо хороша в многозадачности, то есть если я крашусь, я нужно краситься, и я не умею говорить одно время, когда я крашусь. Я недавно купила кушон от Клио, совсем новенький. Кстати, я еще вообще не знаю никаких немецких слов, просто вообще ноль. Я даже не знаю, как будет спасибо. Нет. Данке ши будет. Или данке, что-то такое. Это единственное, что я знаю. Это я его выучила, когда я работала на сезонных работах. И я знаю еще Guten Tag. Это типа добрый день. И все. Поэтому сегодня я должна буду немного пройтись по немецким словам, научиться их читать, нормально произнести, чтобы хоть что-то могла сказать. Я когда в магазинах была, я не могла сказать «здравствуйте», потому что был вечер, я же не могу сказать Guten Tag вечером. И такая «hello». Язык нужно учить. Также я планирую завтра поехать во Франкфурт. Я сначала думала поехать одна, но посмотрела несколько влогов, и девочки говорят, что достаточно опасно, тем более вечером. И лучше будет, если ты поедешь не одна. Из-за этого я предложила девочкам на верхних этажах. И еще думаю, поэтому, может быть, я и вправду сама одна поеду. Влог из Франкфурта будет отдельный, так что ждите. Также в Германии обновили систему билетов, и появился новый билетик, который покрывает все виды транспорта по всей Германии. То есть ты 1 раз в месяц оплачиваешь 58 евро. И можешь покататься по всей Германии. Но это не касается скоростных поездов и Flixbus автобусов. А так, обычные поезда ты можешь брать. Я думаю взять на март месяц, чтобы до начала учебы попутешествовать внутри Германии. Я буду ехать не только в большие города, но и маленькие тоже, по типу моего города. Поэтому подписывайтесь, если хотите видеть влоги по Германии.